Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я вам покажу, как укоренить хризантему из букета. Это вот вчера купленный букет. Сейчас я его распакую. Для этого достаточно одного черенка. Ну, то есть не черенка, а ветки, одной ветки. Ну, вот как раз одну ветку я взял. Еще, сейчас покажу. Если вы сами приобретаете, покупаете букет, попросите продавца, чтобы листья не обрезали. При этом они срезают и почки. А без этого, ну, никак. Дальше это расскажу. Ну, а так сейчас мы листья немножечко отберем. У нас секатор. Аккуратненько, чтобы не повредить почки. Так, раз, два, три, четыре. Ну, я возьму 4 почки. На 4 почки. Но это можно назвать черенкованием, и черенком нельзя назвать, потому что сейчас я... хризантема укореняется в любом части стебеля, корни пускает. Но этого мало. Нужна обязательно зародыш, ну то есть почки, чтобы паростки пошли. Ну и этого и достаточно, больше остальные части нам не нужно. Поэтому я их разделю именно около почек. Вот таким образом. Так, это у нас получился как-то без этого один. Сейчас мы его поменяем. Ну вот, 4 штуки мы возьмем, остальные оставим в сторону. Так, для всего этого достаточно вот этого. Для меня можно было бы, ну дальше расскажу, что к чему. Так, посадка. Беру я любую посуду, дренажным отверстием обязательно. Ну, грунт. Ну, чаще всего я беру с огорода. Вот такой. Сейчас на потом поставлю, чтобы меньше, так, в сторону, меньше мусорить. Вот, легкая утрамбовка, чтобы через дренажное отверстие пока не высыпалась земля. Ой, ничего страшного, потом уберу. Так, где-то такой глубины. Так, нет, еще немножечко. И размешаю черенки, ну, эти почки, короче, ну, череночки почками. Стаканчик равномерно. Ну и не глубоко, конечно, сколько-то у нас получится, сантиметра 2,5. И обязательно почками кверху, чтобы уже пробивались они, удобно было пробиваться паросткам. Ну вот, распределили. И дальше землей засыпаем. Немножечко утрамбовка. Так, сейчас, минуточку. Трамбовочка. Обязательно, чтобы вода быстро не улетучивалась, держалась влага. И небольшой бортик, чтобы поливать удобно было. Ну, тут несколько миллиметров. Ничего страшного, нормально будет. Так, и полив. Немножечко легкое увлажнение. Вся эта наша посадка, ну не посадка, это черенкование, это процесс уже завершено. И ставим обязательно, ну желательно потеплее и солнечной стороны, ну светлой стороны помещения. И дальше уже остается ждать. Теперь, что я хотел сказать, обещал вам. Букет бывает, что
срезают, короче, ну вот эти части листья срезают, и вместе с листьями срезаются и почки. Но уже эта часть уже приходится негодности. Ну, если уже попал вам такой букет, ничего страшного. Можно вот из этих маленьких веточек, где вот тоже есть это под листьями, ну, почки, зародыши. Можно из этих эти ветки использовать. То есть, ну, сейчас покажу, я садить уже не буду этого. У меня есть чего садить. Ну, вот эти маленькие частики. Вот эти. Можно также посадить, и они будут расти. Ну все, а укоренение не совсем все. Укоренение где-то происходит, ну, где-то в районе месяца. Плюс-минус, зависимо от условия. Ну все, подождем. Через месяц уже продолжение. Посмотрим, как у нас удачно получилось. Ну так, пока все. Прошло около 1,5 месяцев. И хризантемы, что мы садили, уже проросли. Уже паростки хорошие. Ну, в данный момент вот я вижу 3 штуки. Один что-то по какой-то причине еще не выросла. Или уже совсем не вырастет. Но это мы сейчас выясним. Дело в том, что в таком уже росте уже должны быть их корешки. Я собираюсь их пересадить. Для этого, так, стоп, ну, я уже подготовил уже эти, как его, горшки с землей. Землю, опять же, я беру с огорода, обыкновенную, что, ну, то, что есть, короче. Посуду я взял из-под воды, пластиковой посуды, сделал дренажное отверстие. Ну и все, насыпал землю, все, сейчас будем производить посадку. Сейчас мы немножечко тут постелим, чтобы меньше земли, потому что стакан я буду разрезать. Ну, аккуратно разрезать стакан, чтобы меньше повреждения принести корешкам. И раскроем, чтобы достать эту сторону. Так, разламываем. Что-то не вижу я черенка, но все равно попробую найти. А, вот. Черенок уже высох. Это, видимо, один черенок у меня был, который уже из почки паросток был, я отрезал, ну, надеялся, что все же оттуда что-то пробьется. Но это вот уже пошло не так, как хотелось бы. Ну, уже что делать? Главное, что остальные у нас паростки есть. Ну, вот уже корешки, как надо. У нас саженцами нельзя назвать, рассады наши. Опа. Ну вот тоже корешки как надо выросли. Вот тоже. Уже все можно их раздельно садить, чтобы уже активно росли. Сейчас я это уберу немножечко сюда. Порядок немножечко больше наведу, чтобы было где работать. Ну, вот уже заранее подготовленные посуды. Сейчас сделаю я отверстие. Ну, любым подручным можно средством. Так. Берем по одному. Очень аккуратно, чтобы не поломать корешки. Перемешаем. Стараться, чтобы центральный попал, центр попал. Немножечко еще подсыпать. Один готов. И каждого вот так
Земля немножечко, горшки надо будет утрамбовывать, чтобы когда при поливе цельнорыхлая земля начнет оседать, чтобы не деформировалась. Все это грунт. Сейчас еще немножечко. И последнюю. Ну, я считаю, что 75% схожесть, это, ну, схожесть как не, результат, короче. Это, на мой взгляд, отлично. Причем не с большого черенка. Так. Вот этот. Тут есть корешки, можно эти уже оторвать. Этого достаточно, чтобы уже для развития растения. Ну, посадка у нас произведена. Кстати, я забылся сказать, когда посадили черенки. Главное не упускать полив. Переливать тоже нельзя, но при этом полив это обязательно. Влага должна быть присутствовать. Потому что если высохнет, то укоренение не произойдет. Ну все, у нас посадка произведена. Все, сейчас польем. Не сильно, опять же. Немножечко так, земля влажная, но если бы сухая была, так можно было больше. Ну и все, а со временем уже можно будет опять это поддержать водный баланс. Ставим светлые стороны, это помещение. Ну, где-то потемнее, ну, будет хуже расти. Ну а так вот на стороны светлой стороны окна я поставлю, и будут они расти как надо. На этом все. Всем спасибо за внимание. Выращивайте, сажайте, выращивайте. До свидания.